день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду печь пирог или торт, даже не знаю, как к нему правильно обратиться. С названием тоже долго не могла определиться. В английском языке название этого пирога звучит как poke cake, что в дословном переводе означает проколотый или продырявленный. Это полностью отражает технологию приготовления пирога, но в дословном переводе звучит как-то не очень. Поэтому долго искали синоним, ничего подходящего не нашли, и тогда решили, что пусть этот пирог называется решето. Название, кстати говоря, придумал муж, я с ним согласилась. Почему бы и нет? Итак, сегодня я буду печь пирог решето. Пирог получается очень нежным, таким по консистенции он мне отчасти напоминает тирамису с большим количеством крема. Крем легкий, воздушный, по вкусу напоминает мороженое. Готовится пирог абсолютно несложно. Давайте готовить. Для теста нам понадобится 160 грамм муки, 120 грамм сахара, 2 средних куриных яйца, 25 грамм какао-порошка, 125 миллилитров молока, 125 миллилитров растительного масла, 8 грамм разрыхлителя для теста, пакетик ванильного сахара, это 8 грамм, и щепотка соли. В муку всыпаем соль, разрыхлитель для теста, какао-порошок. Все хорошо размешиваем. А затем просеиваем. Слегка взбиваем куриные яйца. Всыпаем ванильный сахар. Затем постепенно будем подсыпать сахар. И все взбиваем в легкую воздушную массу. В несколько приемов вливаем растительное масло. Растительное масло, конечно же, должно быть рафинированным, дезодорированным, то есть без вкуса и запаха. И затем постепенно добавляем молоко. Я обычно молоко слегка подогреваю, не до горячего, до слегка теплого. Прорабатываем миксером еще 3-4 минуты. И вмешиваем подготовленную ранее сухую смесь. Я еще раз ее просею, это лишним никогда не бывает. Вмешиваем довольно быстро, поскольку в мучной смеси есть разрыхлитель. При попадании во влажную среду он сразу же начинает работать. А нам нужно, чтобы разрыхлитель не отработал в сыром тесте, а поднял пирог при выпечке. Я сначала просто размешиваю лопаточкой, а в конце коротко пробиваю миксером до однородного теста. Тесто получается не густым, льющимся. Выливаем тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки. Размер моего противня 23 на 32 сантиметра. Разравниваем. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется пирог примерно 20-25 минут. Готовность можно определить легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, а также деревянной палочкой. Из центра пирога она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный пирог выкладываем на решетку и даем полностью остыть. Для крема нам понадобится 250 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки, 500 мл молока, 120 грамм сахара, 2 небольших яйца, 50 грамм сливочного масла, 50 грамм муки или крахмала, 20 грамм сахарной пудры или по вкусу и пакетик ванильного сахара 8 грамм. В муку добавляем примерно половину всего необходимого по рецепту сахара. Размешиваем. Куриные яйца слегка взбиваем. Идеально этот крем готовить не на целых куриных яйцах, а на яичных желтках. В этом случае понадобится 4 яичных желтка. На желтках крем получится еще вкуснее и нежнее. Всыпаем муку с сахаром и размешиваем до однородного теста. Если тесто получилось густовато, можно добавить немного молока. Молоко берем из общей нормы.
Все оставшееся молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же всыпаем ванильный сахар, оставшийся сахар. Ставим на огонь и доводим до кипения. При этом следим, чтобы сахар полностью разошелся. В горячее молоко тонкой струйкой вливаем яичную массу. Вливаем примерно половину всего молока. А затем яичную массу тонкой струйкой вливаем в горячее молоко. Вливаем при постоянном, довольно интенсивном перемешивании. Ставим на плиту и варим до загустения. Когда смесь загустеет, варим ее еще 1-2 минуты, чтобы мука или крахмал успели провариться. Снимаем с огня и сразу же переливаем в отдельную миску, чтобы остановить процесс варки. В горячий крем кладем сливочное масло и размешиваем, чтобы масло соединилось с кремом. Накрываем крем пищевой пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. И даем заварному крему полностью остыть до комнатной температуры. В остывшем корже проделываем отверстие. Я для этой цели взяла насадку для колбасы, но можно проделать просто палочкой, можно вырезать ножом, либо приспособить что-то другое подручное. Когда заварная основа полностью остынет, мы продолжим приготовление крема. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки. Поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Следите, чтобы сливки не перебить, они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. И затем аккуратно смешиваем заварную основу и взбитые сливки. Я буду вмешивать лопаточкой, но как быстрый вариант можно вмешать при помощи миксера. Только коротко и очень аккуратно, на малых оборотах миксера. В результате получается очень легкий и очень вкусный крем, который лично мне по вкусу напоминает мороженое. И как видите, крема довольно много, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание и ориентируйтесь на собственный вкус. Вы можете приготовить его меньше, скажем, из половины нормы. А можете сократить количество крема на четверть. В этом случае вам понадобится взять 1 яйцо и 1 яичный желток, а норму всех остальных ингредиентов вы умножаете на 0,75, то есть сокращаете на 1/4. Часть крема я переложу в кондитерский мешок и заполню кремом отверстие. Попутно скажу, что в оригинальном рецепте крем готовился с сухим пудингом, то есть это тот пудинг, который продается в пакетиках. Если у вас такой пудинг продается, у вас есть желание его использовать, вы можете купить сухой пудинг и развести его в молоке. Количество сухого пудинга определяется инструкцией в расчете на пол-литра молока. И затем смешать его со взбитыми сливками. Весь оставшийся крем распределяем сверху. По рецепту, кстати говоря, этот пирог готовился не только с кремом, но еще и со взбитыми сливками. То есть на слой крема сверху выкладывался еще и слой взбитых сливок. И затем уже взбитые сливки посыпались крошкой. Сверху пирог присыпаем крошкой. Это тот бисквит, который мы вырезали, когда делали в пироге отверстие. Ставим пирог на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. И всех зовем к чаю. Пирог действительно получается очень вкусным, очень нежным, такой очень приятной кремообразной текстуры. Лично мне он по текстуре отчасти напоминает тирамису. Итак, наш пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.